Когда-нибудь задумывался, как так получилось, что один из самых известных объектов Солнечной системы внезапно исчез из списка планет? Плутон — имя, знакомое каждому со школьных уроков. Объект, который десятилетиями считался 9-й планетой, сегодня официально носит статус карликовой планеты. Но вот что действительно удивительно. Чем больше ученые изучали Плутон, тем очевиднее становилось. Это не простой ледяной шар на краю Солнечной системы, а сложный, активный и по-настоящему живой мир. Ирония в том, что именно в тот момент, когда Плутон лишился своего громкого титула, человечество впервые отправило к нему космический аппарат. И то, что мы увидели, перевернуло представление о том, каким может быть маленький, холодный и удаленный объект. Сегодня Плутон — это не бывшая планета, а ключ к пониманию того, как формировалась и развивалась вся Солнечная система. Так что давай разберемся. Почему его понизили в статусе? Что там обнаружила миссия New Horizons? И почему Плутон оказался куда интереснее, чем мы ожидали? Почему Плутон перестал быть планетой? Чтобы понять судьбу Плутона, нужно заглянуть в саму суть научной классификации. В XIX веке астрономия напоминала хаос. Каждый новый заметный объект нередко объявлялся планетой, и в какой-то момент их число доходило почти до 20. Очевидно, что такой подход не мог работать долго. Со временем ученые начали вводить более строгие критерии, и в 2006 году было принято современное определение планеты. Согласно ему, объект должен не просто вращаться вокруг Солнца и иметь округлую форму, но и доминировать в своей орбитальной зоне, то есть гравитационно очищать ее от других тел. Если представить это на бытовом уровне, настоящая планета — это тяжелый грузовик на пустой дороге, вокруг которого нет конкурентов. Плутон же оказался одним из многих. Он находится в поясе Койпера, огромной области за орбитой Нептуна, заполненной ледяными телами разных размеров. Более того, Плутон даже не самый крупный объект в этом регионе. Он просто самый яркий, а значит, самый заметный. Именно это визуальное преимущество долгие годы вводило астрономов в заблуждение. Странная орбита и космический обман. Одной из причин, почему Плутон всегда выделялся, стала его необычная орбита. В отличие от почти всех планет Солнечной системы, движущихся по относительно круговым траекториям в одной плоскости, орбита Плутона сильно вытянута и наклонена примерно на 17 градусов. Это означает, что большую часть времени он находится либо выше, либо ниже космического диска, в котором вращаются остальные планеты. В некоторые периоды Плутон даже оказывается ближе к Солнцу, чем Нептун, что само по себе звучит довольно парадоксально. Один оборот вокруг Солнца занимает у него 248 земных лет, так что за всю историю астрономических наблюдений он не сделал даже полного круга. Дополнительную путаницу создает его высокая отражающая способность. Плутон выглядит намного ярче, чем должен быть объект такого размера и массы. Издалека он кажется крупным и значимым, но это всего лишь игра света. Космический оптический трюк, который десятилетиями поддерживал его статус настоящей планеты. New Horizons и шок открытий. Настоящий переворот, в нашем понимании Плутона, произошел в 2015 году, когда космический аппарат New Horizons впервые передал детальные изображения этого далекого мира. Вместо мертвого и однообразного ледяного шара ученые увидели невероятно сложную поверхность — горные цепи, равнины, разломы и гигантскую светлую область в форме сердца. Эта область, получившая название «Спутник Планетия», практически не содержит ударных кратеров, что указывает на постоянное обновление поверхности.
это означало только одно — Плутон геологически активен. Особый интерес вызвал тот факт, что ледники на Плутоне состоят не из воды, а из замерзшего азота. При температурах около минус 229 градусов Цельсия такой лед может медленно течь, словно густая жидкость. История Плутона — это гораздо больше, чем просто рассказ о далеком небесном теле на краю Солнечной системы. Это история о том, как меняется наше понимание Вселенной и какое место в этом процессе занимает человек. Когда Плутон открыли в 1930 году, он стал символом расширяющихся горизонтов науки. Тогда казалось, что мы почти полностью поняли устройство Солнечной системы, и Плутон стал ее логичным завершением. Но со временем выяснилось, что реальность куда сложнее, чем любая удобная схема. Его разжалование в 2006 году вызвало бурю эмоций, от разочарования до возмущения. Однако именно этот момент стал отправной точкой для настоящего открытия Плутона, не как планеты по определению, а как уникального мира. Миссия New Horizons показала нам, что даже в самых холодных и удаленных уголках Солнечной системы могут происходить активные процессы. Плутон оказался миром с горами, ледяными равнинами, движущимися азотными ледниками, атмосферой, которая появляется и исчезает, и, возможно, даже с внутренним океаном. Все это разрушает старое представление о том, что маленькие и далекие объекты обязательно должны быть мертвыми и неизменными. Плутон доказал, что геологическая активность и сложная эволюция возможны даже там, где, казалось бы, для этого нет никаких условий. Но, пожалуй, самый важный урок Плутона заключается не в его льдах, орбитах или атмосфере, а в том, что наука — это живой процесс. Классификации меняются, определения уточняются, а уверенность в окончательной истине снова и снова оказывается иллюзией. Плутон напомнил нам, что Вселенная не обязана соответствовать нашим ожиданиям. Напротив, она постоянно заставляет нас пересматривать взгляды, задавать новые вопросы и признавать, что мы знаем далеко не все. Сегодня Плутон — это не просто карликовая планета. Это символ огромного и почти неизученного пояса Койпера, региона, где могут скрываться десятки, а возможно и сотни миров, не менее странных и удивительных. Изучая Плутон, мы фактически заглядываем в прошлое Солнечной системы, во времена ее формирования, когда такие объекты были строительным материалом для планет. И чем больше мы узнаем, тем очевиднее становится. Самые интересные открытия часто ждут нас не в центре внимания, а на самых далеких окраинах. Именно поэтому история Плутона еще не закончена. Он стал первым шагом в исследовании дальнего космоса, но явно не последним. Возможно, будущие миссии вернутся к нему или отправятся к другим ледяным мирам, продолжая открывать то, что сегодня кажется фантастикой. И если Плутон чему-то нас научил, так это тому, что даже бывшая планета может изменить наше понимание Вселенной. А значит, впереди нас ждет еще множество открытий, способных удивить, вдохновить и напомнить, насколько велик и загадочен космос.